Что может сделать компания, которая выпустила свой первый и удачный микрофон, но многие не желали его покупать из-за переплаты за ненужные функции? Например, выпустить версию без дополнительных фич и с более приятной ценой. Является ли Solocast младшей версией Quadcast, либо же это совсем другой микрофон, и было лишь решено выпадать с такой маркетинговой идеей? Коробка меньше таковой для Quadcast в 3 раза. В самом боксе находится микрофон в собранном виде, кабель USB Type-C на USB Type-A и документация с информацией по микрофону. Микрофон очень компактный и приятный на ощупь, выполнен в красивом и лаконичном дизайне. Каркас жесткости из металла, сами же панели корпуса из матового пластика. Сетка из металла, ее 2 вида. Крупная на наружной части и более мелкая внутри. Подставка из пластика, нижняя зона по центру из металла, для придания тяжести конструкции. Подставку можно регулировать в 2 плоскостях. Наклон микрофона и 2 шага поворота на 45 градусов до горизонтального положения. Механизмы приятно сделаны, особенно поворот. Реализация наклона через фиксирующий болт. На нижней части площадки находятся резиновые вставки, на которых микрофон устойчиво стоит на поверхности, если они чистые. Также есть отверстие для крепления на стойку или арм. Микрофон для этого можно простым движением достать из подставки. Вставляется микрофон обратно в выделенные пазы и сидит там фиксированно. Кнопка сверху сенсорная и реагирует на тап. Других органов управления нет. У Quadcast снизу есть регулятор громкости захвата. С ней есть один эстетический нюанс. Если сидеть в темном помещении с микрофоном в стандартном положении, то глянцевая пластиковая окантовка вокруг сенсора отдает бликами от мониторов. К этому быстро привыкаешь и не замечаешь, но сначала напрягает. Микрофон имеет красный индикатор с 2 режимами. Когда захват звука включен, диод светит красным. Если же захват отключен, диод моргает красным. И это тоже индивидуальный нюанс, так как мерцающий перед глазами красный индикатор раздражает, особенно поначалу. В том же Quadcast при отключении захвата звука по тапу вся подсветка просто отключается. С точки зрения дизайна микрофон очень симпатичный. Если бы мне дали задание нарисовать что-то в подобном форм-факторе, скорее всего я бы именно такое нарисовал. Очень элегантный, аккуратный, не вызывает отторжения вообще. У микрофона есть только один режим захвата звука, кардиоидный, звук захватывается только спереди. Отличный решение для стримов, записи влогов, на диктовке текстов и под прочие подобные задачи, как и просто для общения. Для большего круга задач есть Quadcast, где режимов 4. Solocast должен звучать как Quadcast в кардиоидном режиме. Пример записи звука на микрофон HyperX Solocast. Пример записи звука на микрофон HyperX Quadcast. Пример записи звука на микрофон HyperX Solocast. Пример записи звука на микрофон HyperX Quadcast. В своем твите исполнительный директор сообщил, что последний прототип, получивший название Senate, успешно прошел очередные статические испытания двигателей, а летные тесты на высоте около 15 км могут состояться уже на следующей неделе. В своем твите исполнительный директор сообщил, что последний прототип, получивший название Senate, успешно прошел очередные статические испытания двигателей, а летные тесты на высоте около 15 км могут состояться уже на следующей неделе. В своем твите исполнительный директор сообщил, что последний прототип, получивший название Senate, успешно прошел очередные статические испытания двигателей, а летные тесты на высоте около 15 км могут состояться уже на следующей неделе. В своем твите исполнительный директор сообщил, что последний прототип, получивший название SN8, успешно прошел очередные статические испытания двигателей, а летные тесты на высоте около 15 км могут состояться уже на следующей неделе. I don't mind seeing the world in black and white. Gray, on the other hand, I don't know what to do with gray. I don't mind seeing the world in black and white. Gray, on the other hand, I don't know what to do with gray. I don't mind seeing the world in black and white. Gray, on the other hand, I don't know what to do with gray. I don't mind seeing the world in the black and white. Gray, on the other hand, I don't know what to do with gray. Пример записи звука на микрофон HyperX Solocast. Пример записи звука на микрофон HyperX Quadcast. Пример записи звука на микрофон HyperX Solocast. Пример записи звука на микрофон HyperX Quadcast. Пример записи звука на микрофон HyperX Solocast. Пример записи звука на микрофон HyperX Quadcast. Пример записи звука на микрофон HyperX Solocast. Пример записи звука на микрофон HyperX Quadcast. Пример записи звука на микрофон HyperX Solocast. Пример записи звука на микрофон HyperX Quadcast. Пример записи звука на микрофон HyperX Solocast. Пример записи звука на микрофон HyperX Quadcast. Пример записи звука на микрофон HyperX Solocast. Пример записи на HyperX Quadcast. Пример записи звука на микрофон HyperX Solocast. Пример записи на HyperX Quadcast. Поставить под него тоже какой-то поролон, то он не будет в принципе отличаться вот в этом захвате звука спереди от подкаста. А если еще и говорить типа вот так, ну только понизив громкость, то мне кажется, он будет вообще очень хорош.
по очереди ставлю микрофон и говорят, что то этот лучше, то Quadcast лучше. Короче, нет между ними разницы в целом. Так что, пока так, там посмотрим. По этому случаю хочу рассказать историю. Там запись идет? Я могу выключить Discord. Нет, слушай. Могу просто вебку свою выключить. И очень, я помню, сильно решают лучники. Очень сильно решают лучники. Ну, собственно, у меня вот вся моя пехота и все мои лучники с поддержкой циклопов должны быть вообще жесткими. Пример записи звука на микрофон HyperX. Пример записи звука на микрофон HyperX. Пример записи на микрофон HyperX. Пример записи звука на микрофон HyperX. Каждому воспринимаемые звуки нравятся по-своему. По фидбэку моих друзей и знакомых мнения разделились примерно пополам. А сами люди часто не видели разницы между микрофонами. Либо называли лучше то один, то другой. Например, в этой части я записываю на Quadcast. Заметили вы разницу? Многое зависит от расстояния, голос тогда ощущается иначе. Также сказывается отсутствие поп-фильтра. На стримах людям больше понравился солокаст. На нем, видимо, голос чуть грубее. Лично мне больше нравится запись Quadcast. Голос чище и естественнее, хотя и разницу не всегда легко различить. Также людям понравилось, когда микрофон располагается около рта. Голос становится нагруженнее, а также захватывается меньше посторонних звуков. Касательно солокаста и звуков всплыл нюанс. Микрофон любит передавать звуки от вибраций, появляющихся при кликах на клавиатуре и при перемещении предметов. А также просто на столе он захватывает какой-то звук. Сказывается отсутствие шок-маунта, которое есть по дефолту подкаста. Я бы не назвал проблему стоп-фактором, все же это может зависеть от стола и остальных девайсов. Но мне абсолютно не понравилось, что я услышал на записи хотя посторонние звуки. При варианте с креплением на стойку таких проблем нет. После подкаста довольно напряжно регулировать исходящую громкость через OBS, особенно во время стрима. Все же регулятор исходящей громкости в микрофоне это топовая вещь. В свою цену микрофон хорош по звуку, по крайней мере он не сильно проигрывает подкасту, а местами говорят, что звучит даже лучше. Очень порадовала подставка, возможности в настройке, а также дизайн, он действительно классный. Размеры вне конкуренции, что-то похожее есть у Razer с моделью Siren Mini. Микрофон действительно очень мобильный. Звуки от вибрации огорчают, по сути их микрофону за $60, надо докупить стойку или держатель, чтобы все было действительно хорошо. В моем случае стойка стоит $55, а учитывая цену солокаст в моем регионе на момент покупки, выгоднее взять уже Quadcast и просто поставить его на стол. Кому же можно покупать солокаст? Людям, которые хотят хороший звук на стримах и при записях роликов, а также красивый лаконичный дизайн, чтобы не портить интерьер. Quadcast дает больше опций по звуку, имеет шок-маунт. Регулятор громкости просто незаменимая вещь для тех, кто к этому привык. Солокаст это хороший микрофон, но как и любой бюджетный девайс требует определенной доработки и настройки. Возможно, докупки шок-маунта, стойки. Но тогда это предложение уже не будет столь привлекательным и выгоднее взять старшую модель. И если вам нужен микрофон прямо сейчас в этот бюджет, это отличный выбор по качеству звука, который устроит и вас, и вашу аудиторию.